Привет, привет, ребята! I speak Russian in my videos, but you can turn on Russian or English subtitles. Меня зовут Яна, я дипломированный преподаватель русского языка как иностранного. Я очень по вам скучала, мы не виделись с вами несколько недель, но я возвращаюсь в строй и буду радовать вас новыми полезными видео. Сегодня я хочу поговорить об осени. Осень – это одно из моих любимых времен года. Если честно, несколько лет назад я ненавидела осень. Мне казалось, что осень – это самый худший сезон в году. Правда, мне не нравился дождь, холодный ветер. Сейчас я точно вижу все прелести осени. Прелести чего? Родительный падеж. Прелести осени – это значит плюсы осени, положительные моменты осени. Я обожаю укутаться в теплый плед, приготовить горячий шоколад или какао, вкусное какао, и включить какой-нибудь фильм. А еще лучше взять в руки любимую книгу или новую книгу и читать книгу в какой-нибудь очень дождливый день, находиться дома и быть настоящим домоседом. Домосед – это человек, который постоянно сидит дома, любит сидеть дома, а домоседка, это девушка, женщина, которая любит сидеть дома. Поэтому сегодня я хочу поговорить с вами об осени. Я придумала для вас историю про осень. В этой истории есть много полезных выражений, которые мы сегодня с вами выучим вместе. Ну что, вы готовы? Прежде чем мы начнем, я хочу сообщить вам о том, что я подготовила бесплатный, но очень полезный PDF-документ с материалами из сегодняшнего видео. Для того, чтобы получить этот PDF-документ, заполняйте короткую форму ниже, ссылка в описании под этим видео. Кроме того, у меня потрясающие новости. Я готовлю для вас кое-что особенное. Это будет подписка по очень доступной цене. Следите за всеми новостями в моих видео. Совсем скоро я обо всем расскажу. А мы начинаем. Давайте начнем с текста. Я прочитаю текст, и потом мы обсудим новые слова и выражения. Ну что, поехали? Прежде чем мы начнем, можете зажечь свечу, чтобы почувствовать атмосферу осени. У меня здесь две зажигалки. Одна плохо работает, поэтому я буду использовать эту зажигалку. У меня свечка очень приятно пахнет, такой ванильный аромат. Ну что, теперь я точно готова. Осеннее настроение обеспечено. Наступила золотая осень. В лесу начался осенний листопад, и опавшие листья покрыли землю ярким ковром. Люди радовались последним солнечным дням и ходили на осенние прогулки. Но вскоре пришла промозглая погода. Пасмурное небо повисло над городом, а дождь лил как из ведра. Это была типичная дождливая осень. Дома становились уютнее. Люди кутались в теплые пледы, пили согревающие напитки и смотрели, как природа засыпает. В садах заканчивали собирать урожай, а в воздухе витала осенняя меланхолия.
Но вдруг наступило бабье лето. Небо прояснилось, и снова стало тепло. Люди спешили выйти на улицу и наслаждались последними теплыми днями, зная, что скоро холод вернется. Золотая осень. Золотая осень – это время осени, когда листья на деревьях становятся желтыми, оранжевыми, красными, и природа очень красивая. Я добавлю фотографии вот здесь, как выглядит золотая осень. Например, в сентябре началась золотая осень, и деревья стали золотыми. Сейчас на самом деле до сих пор золотая осень, уже октябрь. Красота. Следующее выражение – опавшие листья. Опавшие листья. Будьте внимательны, в слове «опавшие» мы читаем букву «в» как «ф». Опавшие листья. Это листья, которые упали с деревьев на землю. Например, весь двор был покрыт опавшими листьями. Следующее выражение – промозглая погода. Промозглая погода – это сырая и холодная погода, от которой становится некомфортно. Например, сегодня была промозглая погода, поэтому я решил остаться дома. Следующее словосочетание – дождливая осень. Дождливая осень – это осень, когда часто идет дождь. Например, в этом году у нас дождливая осень. Каждый день идет дождь. Я помню, что в прошлом году в Финляндии была дождливая осень. Это был кошмар. Тогда я не любила осень. Льет как из ведра или дождь льет как из ведра. Дождь льет как из ведра, это значит идет сильный дождь. Например, вчера дождь лил как из ведра, и я промок насквозь. Собирать урожай. Собирать урожай – это значит собирать фрукты, овощи и зерно, которые выросли в течение года. Например, в октябре мы обычно собираем урожай яблок в саду. Это, кстати, правда, но мы собираем урожай яблок в саду в августе, в конце августа и в сентябре. Пасмурное небо. Пасмурное небо – это когда небо серое, облачное и не видно солнца. Например, сегодня было пасмурное небо, и все утро шел дождь. Кутаться в теплый плед. Кутаться в теплый плед значит заворачиваться в теплый плед или одеяло, чтобы согреться. Например, вечером я люблю кутаться в теплый плед и смотреть фильмы. Пить согревающие напитки. Пить согревающие напитки – это значит пить горячие напитки, такие как чай или какао, чтобы согреться. Например, после прогулки по холодному городу я люблю пить согревающие напитки. Это про меня, потому что я обожаю гулять, например, зимой или осенью, а вечером заходить в кафе, пить горячий чай или какао и согреваться. А вы любите согревающие напитки зимой или осенью, например? Природа засыпает. Природа засыпает. Это значит, что природа начинает готовиться к зиме. Например, осенью можно заметить, как природа засыпает, готовясь к зиме. Бабье лето. Бабье лето – это короткий период теплой погоды осенью, обычно после первых холодных дней. Например,
В октябре было несколько теплых дней, и мы решили, что это было бабье лето. На самом деле в этом году очень теплая осень. Даже сегодня примерно 12 градусов. Это очень тепло для октября. Следующее словосочетание — осенний листопад. Будьте внимательны, в слове листопад последнюю букву «д» мы произносим как «т». Это называется оглушение согласной на конце слова. Осенний листопад, не листопад, нет. Осенний листопад — это когда листья деревьев начинают массово опадать. Например, в октябре начался осенний листопад, и парк стал золотым. И последнее словосочетание на сегодня — осенняя меланхолия. Осенняя меланхолия — это легкая грусть, которую можно почувствовать осенью во время дождливой и холодной погоды. Например, в дождливую погоду ко мне приходит осенняя меланхолия. Это значит, что человек начинает немного грустить. В России мы очень меланхоличные, и у нас много грустных песен, грустных фильмов, и мы любим осеннюю меланхолию. Ну что, ребята, на сегодня это все. Я так счастлива вернуться на YouTube и помогать вам изучать русский язык. Я готовлю для вас кое-что особенное. Это будет подписка, ежемесячная подписка, которая поможет вам изучать современную русскую лексику ежедневно, еженедельно, в контексте и закреплять ее в упражнениях, тренировать новые слова и фразы в упражнениях. Обо всем я буду подробно рассказывать в следующих видео. Совсем скоро я все расскажу. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить следующие полезные видео. А мы с вами увидимся уже очень скоро, на следующей неделе. Я вернулась. Желаю вам отличного дня, прекрасного настроения. Всех вас крепко обнимаю и увидимся скоро. Пока-пока!